Недавно мы попали на автовыставку. Поначалу показалось уныло, и зачем я платил эту 5 за вход, непонятно. За то, что можно посидеть за рулем Фиата или Сиата, все это казалось каким-то автобазаром, где стояли стенды с автодилерами, предлагающими свои, как сейчас говорят, ведра с болтами. Сын набрал себе конфеток, посидел в некоторых машинах. А дорогие машины, такие как Porsche, BMW и Mercedes, были не только закрыты, но и огорожены полицейской лентой. Также предлагались гаечные ключи и аппаратура для сервисов. Тоска, в общем. Где надували шарики для детей, мы не нашли, но подняли с пола брошенный шарик, выброшенный, наверное, обиженным ребенком, потому что шарик не был воздушным, а падал на землю. Я сразу пошел к Opel и сфоткался. Потом еще с джипом. И, конечно, с китайским автопромом. Его было там представлено довольно много. Скоро все пересядем на такие инвалидки, ведь топливо и электричество стремительно дорожают. Были также в ассортименте кемперы по 70 до 200 тысяч евро. И все. Идем к выходу. И тут оказывается, что есть еще второй зал. Нехотя пошли туда, и сразу внимание привлек запорожец. Девушки дали его заснять и начали втирать про какой-то новый рекламный портал. Еле от них отвязавшись, я подошел к ГАЗ-66, вокруг которого терлось много мужиков, желающих посидеть внутри. Еле дождавшись, залез в грузовик и получил удовольствие. Вот прямо мечтал с детства там посидеть. Внутри как-то удобно и по-домашнему. Далее были всяческие супокары, вокруг которых роились блогеры с камерами на стеди-палках. Еле пробился со своим мобильником и с серьезным лицом, не хуже, чем у этих ваших блогеров, отснял на свою VGA-камеру. Шутка, 8 мегапикселей. Блогеры обсуждали увиденное между собой. Иногда это делали на камеру. Это смешило и немного бесило. Понравилась спортивная «Волга», я долго ждал, пока от нее отлипнут. Потом обошел ее по кругу, как опытный оператор. Также понравился «Кадиллак». Сыну тоже. Он сказал, что это лучшая машина выставки. Некоторые суперкары продавались, цена была около 100 тысяч. Почему-то стоял гелик с задранным капотом. Что в нем такого, я хер знает. Ну ладно, обошел вокруг, не жалко. Может, потом рассмотрю. Потом я все обошел еще и в раз без камеры, чтобы нормально посмотреть на все, не через экран. В общем, выставка понравилась. На выходе надо было еще раз отсканировать билет, а он у меня затерся уже, измялся в заднем кармане. На этом все. Просто, я не знаю, никогда в жизни не управлял, но хотел бы. Кадиллак делает. Сейчас. О, блин, какая. Подойди. Не, это Форд, наверное.
Давай, да, покажи мне. Хотела бы. Калифорния. Блин, не получается снять. О, супер. Я уже посидела. Да, посидел?